Каждая новинка от бренда Highway вовлекает все больше и больше новых людей. С каждой новинкой становится все больше покупателей. Люди довольны своими покупками, автомобилями, потому что автомобили сделаны для людей, автомобили качественные, современные, надежные и за вполне понятные деньги. Приветствую вас на канале, на котором я занимаюсь обзором автомобиля Haval H6 третьего поколения. Сегодняшняя наша новинка, так же как и автомобиль Haval H6, построены на одной и той же платформе. По сути, являются одинаковыми автомобилями, очень похожими. Платформа — это не только тележка, на которой крепятся колеса. Платформа — это и двигатель, и коробка, и все-все-все, включая даже панорамную крышу и еще много моментов. Поэтому с опытом эксплуатации этого автомобиля дам вам обзор на новинку. Давайте посмотрим, что это за автомобиль. Haval Darga. На родине этот автомобиль называют Big Dog, то есть большая собака. Большая добрая собака с огромными глазами, готовая стать вашим надежным, верным другом и помощником. На западный манер это трансформировалось в Dare to Go, то есть осмелившийся отправиться в путешествие. Под этой маркой выпускаются только кроссоверы и внедорожники. Соответственно, в линейке по всем маркетинговым законам должны быть все представлены внедорожники. От молодежного G-Line до красивого Haval H6, до очень красивого Way, спортивный H6. Все озвученные марки автомобилей являются городскими кроссоверами, в том числе и этот, замыкающий эту линейку. Потому что дальше идут уже рамные внедорожники, это новинки Tank 300, Tank 500. Этот автомобиль является симбиозом городского кроссовера и автомобиля с повышенными внедорожными качествами. Давайте посмотрим на дизайн. Автомобиль в жизни выглядит очень круто, гораздо лучше, чем на картинках и на видео. Если вы, например, в поисковике введете классический внедорожник, то вам выпадет картинка с примерно таким же дизайном. Кто-то мог бы подумать, что китайцы взяли и скопировали какой-то из существующих автомобилей популярных, но на самом деле дело в другом. Шеф-дизайнер, который разрабатывал этот автомобиль, был шеф-дизайнером Land Rover Фил Симмонс. Соответственно, как я предполагаю, была задача создать и показать автомобиль с улучшенными внедорожными качествами. И, например, если спросить у 3 человек, загадай фруктовое дерево, кто-то загадает яблоню, кто-то загадает грушу, а третий загадает вообще березу. Поэтому для того, чтобы автомобиль с внешнего вида показывал вам, кем он является, нужно было сделать его, приблизить к классическим канонам. На самом деле похожий дизайн кузова, угловатый, с большими передними фарами, с круглыми, это уходит корнями в разработке автомобилей Вилли и Форд еще во времена Второй мировой войны. Просто машина повторяет всем известный форм-фактор. Выпускались и выпускаются огромное количество автомобилей, включая даже Ниву. Поэтому нет ничего удивительного, что для такой машины была выбрана именно такая форма. Под капотом вижу полностью знакомый мне по H6 двигатель, с той лишь разницей, что здесь присутствуют газовые упоры у капота. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый турбированный двигатель в сопровождении 7-ступенчатой трансмиссией, ее еще называют мокрый робот. У переднего бампера угол заезда 24 градуса и соответственно угол съезда у заднего бампера 30 градусов. Очень хорошие показатели. Крутящий момент на максимуме равен 320 ньютонометров, а мощность достигает уровня 192 лошадиные силы. Расход топлива составляет по трассе около 8 литров, в городе, если по-честному, то до 14,
и в смешанном цикле, соответственно, около 12. На ручку вынесено переключение между режимами вождения. Здесь их на 2 больше, чем было в предыдущих версиях автомобилей. Оффроад, эко, спорт, грязь, песок, дорога с выемами, гравий, поле и снег. Со всеми этими режимами автомобиль входит в определенные параметры и преодолевает препятствия согласно описанию режима. Передняя подвеска Макферсон, а задняя многорычажная и независимая. Двигатель в паре с роботом работает очень хорошо и слаженно. При старте никаких затупов не наблюдается. Во время движения все передачи переключаются четко, переключаются так, что ты их не замечаешь. И всегда передача соответствует дорожным обстоятельствам. Внедорожные показатели для подвески улучшены. Это значит, что на бездорожье вы сможете преодолевать более серьезные препятствия, более глубокие ямы по сравнению со шестым. Также, если дифференциал блокируемый, то можно выгребать из грязи и снега с наиболее лучшими показателями. Что же касается города, вы абсолютно не будете замечать проездов лежачих полицейских, бордюров. Спуск машины с бордюра совсем не заметен. Давайте посмотрим на решетку. Решетка массивная, выполнена из матового пластика. Также бампер, который будет способствовать тому, что вы сможете ехать по траве, по сухостою, не повредив при этом краску автомобиля. Значит, все фары, вся оптика, включая даже самые небольшие лампочки LED, очень красиво выполнена в форме ангельских глазок. Также этот белый круг, кроме того, что это дневные ходовые огни, это еще и аварийная сигнализация. Традиционно большой логотип, под которым находится камера передняя. Вот этот элемент чисто декоративный, потому что это не радар. Радар-детектор находится вверху. Крепление под номер. Ячейки у решетки очень крупные, поэтому, конечно же, сама по себе напрашивается сюда сетка защитная. Здесь находятся противотуманные фары, тоже LED. Их особенность в том, что при повороте руля, если необходимо, они включаются и отключаются, тем самым подсвечивая вам. Конечно, каждой части дизайна автомобиля уделено внимание, и даже вот этот вот элемент выполнен настолько красиво, что просто глаз не оторвать. Как вписаны парктроники, как выполнен вот этот элемент. Первая версия этого автомобиля была представлена в Китае примерно 2 года назад. И это уже, скажем так, фейслифт, рестайлинг. Потому что у прошлой версии автомобиля была совсем другая решетка, совсем другой бампер. И также это можно видеть по декоративным элементам, имитирующим болты. На самом деле это пластик. И, конечно же, обновленная модель выглядит гораздо круче, добавляет нового дизайна, свежего дыхания. Высокий просвет, матовые пластиковые накладки, декоративные болты. Значит, что касается резины. Размер резины 235/65 R18. Диск двухцветный, серо-черный. Тормоза дисковая, вентилируемая. Резина от неизвестного нам производителя GT Comfort говорит о том, что, наверное, должна быть комфортной. За колесом скрываются такие же подкрылки, как на модели H6. В этой модели предусмотрены уже пороги, которые будут защищать от грязи, а также они нужны для того, чтобы облегчить вход и выход из машины. По паспортным данным, клиренс автомобиля составляет 200 мм. Снизу стоит пластиковая защита. Необходимо, кроме сетки, защищающей радиатор, устанавливать еще металлическую защиту. По идее, защита должна подойти от автомобиля H6 третьей генерации. В таком же стиле, не царапающимся, выполнена верхняя часть зеркал. У дворника новое крепление.
новый замок. Релинги удивили, они действительно очень крепкие, металлические и матовые, антивандальные. Передние двери имеют сенсор, бесключевой доступ. Так закрываем машину, так открываем. Закрывается очень глухо и фирменно. Ручка не дребезжит, ручка крепкая, надежная. Здесь защелка, которая позволит аварийно закрыть дверь, если сел аккумулятор. Дверь, значит, здесь мягкая, кожаная обивка. Очень интересно выполнен держатель под бутылку. Теперь вы можете поместить сюда бутылку разных объемов. Звук с пометкой Infinity в этой комплектации. Дверь раскрывается очень широко, практически на 90 градусов. И в этом случае ручка расположена очень удобно. Можно дотянуться и легко закрыть дверь. Задняя дверь в похожем дизайне. Здесь твердый пластик, кожаная обивка, аналогичное крепление под бутылку и также очень удобная ручка. Бензобак открывается нажатием. Видим, что бензин можно начинать заливать с 92-го. Традиционный ключ, при наличии его можно пинком открыть и закрыть багажник. Погрузочное место у багажника находится на высоте почти 90 мм. Размеры багажника в нижней части 110, (75). Объем багажного отделения заявлен как 460 литров. Крючок, две ниши для бутылок. Здесь классные крючки. Круто. 4 крючка для сетки. Зарядка 220 вольт. Еще крючок. Фонарь. Так, полноразмерная запаска, сабвуфер и комплект ключей. Под запаской карпет, под ним металл. Если убрать запасное колесо, то вот эту полочку можно сместить еще на один уровень ниже, вот сюда. Уже знакомая шторка, которая во время движения не болтается, сделана качественно, хорошо. Также ее можно снять и поместить под пол. Карпет приятный на ощупь. Боковые места по-прежнему без защиты. Нужно эксплуатировать аккуратно. Высота подъема багажника может регулироваться. Человек с ростом 180, пожалуйста. Закрытие багажника можно произвести кнопкой с ключа, пинком, либо же традиционной кнопкой. Хочу обратить внимание на дизайн задней части. Задний бампер выполнен в стиле переднего с вот этими элементами, которые мне очень сильно понравились. Здесь находятся задние противотуманные огни. Прошу вас пользоваться ими только по необходимости, только в туман. Потому как если вы их просто так включаете, вы ночью слепите сзади едущего водителя. Значит, надпись ФУВД говорит о том, что автомобиль имеет привод на 4 колеса. Традиционная большая надпись «Халал». Такой уже нашумевший шильдик идет на экспорт. В Китае это просто иероглифы. Хочу обратить особое внимание на задние фонари. Ночью ваш автомобиль будет виден издалека для сзади едущих автомобилей. Для посадки и высадки пассажиров и водителя предусмотрена ручка с каждой стороны. И вот для чего.
Автомобиль можно назвать высоким. Для того, чтобы в него зайти, хочется воспользоваться ручкой. Это во-первых. Ты заходишь, и когда заходишь с пола, то сразу упираешься ногой. Такая поза требует хорошей растяжки. Кроме того, вы вымажьте брюки, и это болезненное ощущение. Поэтому, я так понимаю, заходить правильно с подножки. Используя ручку. Аналогично, если собрался выйти, делать это прямо на пол невозможно. Нужно делать шаг через порог. Уже проверяли, порог крепкий, позволяет с легкостью добраться до середины крыши рукой. Так, еще раз показываю. Хотя я бы приспособился, конечно, заходить вот так. Это штука, которая шелестеть будет под ногами. Сразу хочу отметить, что ручка выполнена правильно. Легко добраться. Потому что в моей машине я закрываю вот так вот, держась за стеклоподъемники. Потому что до сюда дотянуться вообще нереально. Я хотел бы рассказать о том, что... Ой, какая классная посадка. Вау. Идем, стой. Смотри. Опускаешь ручку вниз, опускается сиденье. Ручку назад двигается Да, это сиденье. понятно. Ручку под наклоном поднимается вот эта вот хрень. Сейчас. Не, вещь не поднимается. Поднимается. Сиденье водителя регулируется по высоте. Вперед-назад. Также спинка. Кроме этого, также нижняя часть, сидушка, меняет угол. Хочу сказать, что сиденье удобное. Запоминание, положение для 3 водителей, а также регулировка поясничного валика находится теперь в мультимедиа. Регулировка руля. Вперед-назад, вверх-вниз. Как и у большинства китайских автомобилей, хочется, чтобы руль имел больше вынос. А ну-ка, мне не хочется, наверное. А ну-ка. Ух ты. Прикольно. Руль недостаточно близко выезжал на водителя, и приходилось, ну, например, мне за ним тянуться. Либо же подвигаться вперед и зажимать ноги. Кажется, что здесь с этим полный порядок. Сиденье. Центральная часть перфорированная, натуральная кожа, алькантара, оранжевые вставки. Заднее сиденье аналогично, алькантара, натуральная кожа, перфорированная, заднее сиденье с подогревом. Рулевое колесо имеет приятную кожаную обивку. Очень крутой дизайн. Мягкие кнопки. Нажимается четко. Материал матовый, на котором не будут видны следы пальцев. Несколько кнопок вынесены вниз под левую руку. Также слева и переключатель для управления круиз-контролем. Традиционный переключатель света. Здесь у нас заглушка на родине. Здесь находится кнопка переключения автоматического ближнего и дальнего света. По дизайну торпеды. В жизни выглядит гораздо лучше, правда, чем на картинке. И несмотря на то, что верхняя часть из твердого пластика имеет вот такие вот рифленые фрагменты, смотрится действительно прикольно. Черный цвет у крыши, это действительно выглядит красиво. И кроме этого создает некую такую камерность и уют в салоне.
Огромная панорамная крыша. Когда я рассматривал этот автомобиль на картинках, то вызывало некое смущение вот эта часть, дизайн полукруглый. Также было непонятно, как выполнена верхняя часть приборной панели водителя. И кроме этого, дизайн туннеля выглядел тоже достаточно необычно, но в жизни я смотрю, и мне действительно нравится. По-прежнему для колен очень много места. Здесь все еще обтянуто пленкой. Традиционная шайба переключения. К такой шайбе можно привыкнуть достаточно быстро, чтобы не путаться. Воздуховоды легкие в управлении. Одним из центральных элементов дизайна салона является такая ручка, которая очень прочная. Можно во время движения держаться за нее. Место для хранения очков, обито мягким материалом внутри. Кнопки включения света. Кнопки для открытия и закрытия люка и панорамной крыши. Значит, по-прежнему сидеть очень удобно. Место для левой руки, достаточно места для левого плеча. На одном уровне находится левый локоть и правый локоть. Могу удобно настроить для себя сиденье. Особенно хочется отметить правильное расположение платформы для зарядки телефона. Здесь беспроводная зарядка, и телефон находится к вам лицом. И в то время, когда телефон заряжается, вы можете видеть все, что происходит на экране телефона. Со стороны водителя находится USB-разъем, который подключает проводной CarPlay, либо же Android Auto. Со стороны пассажира просто USB-разъем для подзарядки и также прикуриватель. Если у вашего телефона нет беспроводной зарядки, можете протянуть шнурок, и тоже все будет лежать красиво и доступно. Также телефон можно поместить сюда. Два отверстия для бутылок с водой. Одно чуть поменьше, другое чуть побольше. Стояночный тормоз, кнопка автохолд. Удивил подлокотник. Мало того, что нужно догадаться, что кнопку нужно утопить, но кроме этого еще нужно поднимать его. То есть он сам не поднимается. Здесь в подлокотнике холдер, достаточно глубокий. Полочка для вещей. Можно положить телефон пассажира или еще какие-нибудь вещи. Так, теперь я хотел бы перейти к самой мультимедиа. У нас есть планшет на 12 дюймов и водительский на 10. Вся мультимедиа традиционно напоминает ту мультимедию, которая была у H6. Кроме того, что в некоторых местах, конечно же, машинки заменили. Но я думаю, наполнение то же самое. Значит, Android Auto подключается быстро и легко. И вот телефон уже в доступе. Можно пользоваться всеми функциями. Отклик хороший. Значит, на экране имеем для быстрого доступа сегменты. И если смахнуть вправо, то получаем доступ то видим окошко, на котором все нужные подсказки для движения по бездорожью. Положение автомобиля, угол наклона по вертикали или горизонтали в пространстве. Некоторые кнопки управления вынесены как физические, при этом они имеют такой же брутальный и надежный вид. Алюминиевые кнопки. Новая кнопка, она принудительно блокирует задний дифференциал. Кроме того, что настройки водительского сидения вынесены в мультимедию, так и обогрев задних сидений также вынесен в мультимедию. То есть включить можно только с мультимедиа. Есть целый отдел, как говорится, который относится к сиденьям. Вот массаж переднего. Попробую включить.
В данный момент выполняется массаж, есть разные режимы. Этот массаж такой ненавязчивый, но такими молоточками он делает прикосновение к спине. Подогрев. Передний ряд и задний ряд. Вот о чем я говорил, что задний ряд вынесен на мультимедиа. Для вентиляции доступна только сидушка. Спинка без вентиляции, чего, конечно, не достает. Вот регулировка опоры для поясницы. Да, заметно. Причем регулировок поясницы стало гораздо больше. Не просто один валик, а их как-то стало несколько там. И здесь же настройка водительского сидения, память для 3 водителей. Я уже приловчился, честно говоря, запрыгивать с пола, как говорится. Ничего другого, как много комфорта, я тут и не ожидал увидеть, потому что для этой машины это традиционно и понятно. Очень много места для коленей, очень много места до крыши, сиденья мягкие. В общем-то, но спинка не регулируется. У самой спинки нет регулировки назад, но за счет того, что вот эта часть очень мягкая, вы можете занять такое вот транзитное положение. Отсутствует туннель, здесь просто практически ровный пол. Не совсем удобно выполненные заглушки для USB-шек. Обдув. Через эти воздухозаборники может поступать как горячий, так и холодный воздух. Очень приятно, очень хорошо для задних пассажиров. Подлокотник на 2 стакана. Сиденье откидывается с помощью такого вот язычка тряпчаного, тряпичного. И получается фактически идеальный пол. Так, ну даже нету смысла туда залазить, да? Никуда. Ну потому что он покороче получается. Подводя итог о впечатлениях про автомобиль, хочется сказать только одно. Хочется уехать только на нем.